так случилось, что Вторая мировая война закончилась, на мой взгляд, выдающимся событием, и мне, как юристу, нельзя об этом не сказать, это приговором Нюрнбергского международного военного трибунала. И если мы ведем речь об этом историческом документе, я могу сказать одно. Это та правовая основа, на которой мы должны строить все дальнейшие свои отношения к нацизму, фашизму, к тому, что было сделано в тот период. Мы с вами ни в коем случае не должны забывать о том, что Вторая мировая война была развязана под идеей, которой раньше в мире не существовало никогда. Были войны с точки, так сказать, которые ставили целью захват территории, захват экономики, разворовывание богатств, в конечном счете пленение, обращение в рабство людей. Но ни одна война не начиналась в своей основе ради истребления других народов, ради создания моноэтнического государства. И наши братья-славяне, в первую очередь Украина, Белоруссия и многие другие славянские народы, они отнюдь не входили в число тех людей, которым предполагалось хотя бы маломальски сносное будущее. Поэтому на сегодняшний день, я не хочу вдаваться в исторический, так сказать, процесс, как было предложено Олегом Анатольевичем. Хотел бы остановиться на тех моментах, что все это уже обсуждалось. Тот миропорядок, который установлен в результате Ялтинских и Потсдамских конференций, состоявшихся в годы Второй мировой войны, он на сегодняшний день общепризнанно всеми незыблем. Второй момент, что в ходе Лондонской конференции при подготовке статута и устава Международного военного трибунала, который потом состоялся в Нюрнберге, также обсуждался вопрос о недопустимости не просто героизации нацизма, а о пропаганде нацизма даже в ходе самого Нюрнбергского процесса. То есть были выработаны всей коалицией, а там участвовали не только 4 государства, там были выработаны подходы, как должен был происходить сам процесс, чтобы он не стал некой пропагандистской машиной для вот этих фашистских злодеяний и изуверств. Я далек от мысли, что украинский народ, который потерял, так сказать, по меньшей мере 8 миллионов своих соотечественников, граждан, забыл все эти Дахау, Собиборы и прочие, так сказать, 18 миллионов, вот вдумайтесь в цифру, 18 миллионов прошли через концентрационные немецкие лагеря, 11 миллионов оттуда не вернулись. И вот сейчас вести речь, 66 лет, в 65 лет, в прошлом году мы отмечали со дня вынесения приговора Нюрнбергского трибунала, там с 30 сентября по 1 октября 1946 года был оглашен этот приговор. И в принципе эти 65-66 лет, да, предпринимались попытки переписывания истории. Но никогда никто не стоял на том, чтобы переписать Нюрнбергский приговор. Если на сегодняшний день обстановка в мире складывается таким образом, а складывается она в первую очередь потому, что уходят из жизни участники тех героических событий, которые освободили мир от фашизма, от нацизма, которые не дали повернуть развитие человечества вспять. Если на сегодняшний день возникла необходимость защищать тот мир, который существует на Земле так долго, по историческим меркам долго, то надо его защищать. Маленькая ремарка. По итогам Первой мировой войны тоже были большие, так сказать, претензии к германскому милитаризму и империализму. Были попытки 5 государств создать международный военный трибунал в отношении руководства тогдашней Германии. Не вышло. До 2020 года пытались. В 1933 году мы получили то, что потом стало называться нацизмом и фашизмом. Нюрнбергский процесс, решение Нюрнбергского трибунала позволяют и на сегодняшний день в том числе сохранять, пусть такой хрупкий, пусть многим не нравящийся, но тем не менее мир на планете, который каждый день на Земле происходит стрельба,
Каждый день на Земле происходят вооруженные конфликты. Есть и более острые моменты, как Карибский кризис. Есть, так сказать, менее важные, вернее, менее объемные конфликты, но тем не менее. Поэтому мы считаем, что если возникло в период празднования 65-летия нашей общей победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне в целом, а это была наша совместная победа советского народа и украинского народа наряду с другими народами бывшего СССР и со всеми странами антигитлеровской коалиции. Если вот сейчас, подытожив все те события и обстоятельства, все эти различные марши, попытки, активность попыток, возросшую в переписывании истории, если есть необходимость защитить нашу победу и наш общий мир, мы должны это сделать. Поэтому действительно группой членов Совета Федерации не просто инициирован сам закон о недопустимости героизации фашизма, реабилитации нацизма. У него же тоже есть история. И именно в Киеве в 2010 году положила начало международная организация «Мир против нацизма». И украинские представители в этом году, 9 октября, в ПАСЕ, заседали на первой международной конференции этой организации. И там у нас противоречий не было. Поэтому мы считаем, что причем позиция Украины в плане, эта же резолюция, она, скажем так, она переходящая, она с некой периодичностью принимается Генеральной Ассамблеей ООН, но позиция Украины остается неизменной. Вот это для нас, немножко, я не скажу, что это загадка. Честно говоря, это неприятность, потому что когда в 2010 году Украина также воздерживалась наряду с Молдовой, с Грузией, да, это было неприятно. Но когда в 2012 году Украина, так сказать, не меняет свою позицию, как говорят у нас, это уже тенденция. Есть две Украины. Есть большая Украина, на территории которой абсолютное большинство граждан мыслят примерно так же, как и в России. И есть Западная Украина, прежде всего Галиция и Волынь, где социальная база коллаборационизма выглядит совершенно иначе. Примерно так же, как в прибалтийских государствах. И поэтому позиция украинского МИДа мне, как украинскому гражданину, вполне понятна. Украинский МИД не может не учитывать в своей деятельности мнение, по крайней мере, я думаю, если у нас 46 миллионов, мнение порядка 10% населения. Да, это не 50, но это 10%. Я думаю, что если мы будем учить наших детей и внуков относительно того, была ли победа во Второй мировой войне и выходящие из этого последствия благом для наших народов или же наоборот, не на прагматизме современных историков, а на рассказах тех людей, кто в действительности сам пережил эти события, то я думаю, что с воспитанием молодежи у нас будет все неплохо. Другое дело, что современные коммуникации, средства массовой информации и искусство, массовое искусство, к сожалению, находятся в другом тренде, как сейчас модно говорить. И я видел фильмы, которые снимаются здесь у нас в Украине, на темы
борьбы украинской повстанческой армии с советским режимом. И ну, мне было смотреть эти фильмы очень познавательно, хотя, честно говоря, чувство брезгливости не покидало от первого до последнего кадра, потому что я видел, как вполне приличные люди, современные актеры, далеко не все из них, видимо, даже и разделяют убеждения коллаборационистов и ксенофобов, играли там, разные роли играли роли героизируемых сотрудников Waffen-СС и, значит, членов УПА, или играли, наоборот, роли, значит, их трусливых оппонентов. Я думаю, что все они на самом деле несут широкую моральную ответственность за действия, которые они совершают. И вот это неприятно и тревожно, что уходит иммунитет из общества. Но это всегда происходит, когда воспоминания угасают, то и уходит иммунитет, люди перестают воспринимать трагедию прошлого как актуальную трагедию.